Всех приветствую! В этом видео посмотрим, как сделать таймер, срабатывающий по событию. То есть отсчет времени будет начинаться только после того, как был активирован какой-то внешний механизм. Но сначала построим обычный таймер. Для этого нам понадобится колесо, по которому будет ездить вагонетка. Точка остановки на этом кольце. Точку есть смысл располагать рядом с входом, чтобы дворфы не ходили по рельсам. И понадобится нажимная пластина, срабатывающая от вагонетки. Добавим маршрут для вагонетки. Назовем его таймер. Точку остановки маршрута поставим там же, где физическая точка остановки. Привяжем любую свободную тележку. Зададим условия. Дворф толкает тележку, когда она пустая, вниз. Каждые 2 дня, например. Это обычный вариант таймера. Он будет срабатывать раз в 2 дня. Проблема его в том, что момент срабатывания не привязан ни к чему. То есть в произвольный момент времени дворф будет его толкать, но между активацией пластины будет плюс-минус строго 2 дня интервал. В этом примере этот таймер будет управлять переключателем состояния, и привяжем его нажимную пластину к шестеренке, которая активирует переключатель. Теперь перейдем к строительству таймера, который будет срабатывать по событию. Этот вариант таймера занимает 11 клеток. И идея его состоит в том, что отсчет времени, через которое дворф вытолкнет вагонетку с ее точки остановки, начинается в тот момент, когда вагонетка на эту точку прибыла. Соответственно, нам надо сделать конструкцию, в которой вагонетка будет постоянно находиться в движении, и когда какой-то механизм внешний срабатывает, ровно в этот момент попадать на точку остановки. В этом случае отсчет времени будет начинаться ровно в этот момент, то есть в момент срабатывания какого-то внешнего механизма. Начнем с разметки рельс. Нам понадобится колесо, по которому будет двигаться вагонетка. Выезд на это колесо нужен. Левую нижнюю клетку перерисуем. Здесь не нужна развилка. И с центральной клетки должен быть съезд в начальную клетку, в которой будет у нас находиться вагонетка. Ее тоже перерисуем, чтобы не было поворота. Сейчас рисунок рельс такой, какой должен быть. Сниму игру с паузы. Пусть их изготовят. Теперь поставим все элементы таймера. Во-первых, понадобится точка остановки, где будет находиться тележка с максимальным сопротивлением. Ставим ее рядом с входом, чтобы дворфам не приходилось ходить по рельсам. Также понадобится ролик, который будет ускорять вагонетку на колесе, и за счет этого она будет постоянно в движении. Скорость выбираем вторую, она наиболее подходит для этого механизма. Ставим ролик по центру справа. Здесь заранее была подготовлена шестеренка, которая источником энергии является. Теперь, чтобы вагонетка с кольца могла съехать, в левой точке кольца
также с ускорением 2. Устанавливаем ролик, направленный влево. И в центре размещаем шестеренку, чтобы левый ролик получил энергию через правый ролик. Также понадобится нажимная пластина, срабатывающая от вагонетки. Ее мы разместим в левом нижнем углу, то есть на выезде перед кольцом. Когда вагонетка время, заданное в таймере, проведет на точке остановки, ее отсюда будут выталкивать на кольцо, и в этот момент, собственно, будет срабатывать таймер. Подождем, пока все смонтируют. Центральная шестеренка готова, и она по умолчанию активна. Нам нужно, чтобы она была по умолчанию выключена. Поэтому построим рычаг. Рычаг надо подключить к центральной шестеренке. И после этого его активировать, то есть выключить ее. Так, рычаг подключили. Теперь ждем, пока ее отключат. Так, шестеренка отключена. В этом состоянии вагонетка бесконечно может двигаться по кругу. Рычаг нам больше не нужен. Мы его можем разобрать. Добавим маршрут для таймера. Назовем его продвинутый таймер. Точку остановки маршрута ставим на физическую точку остановки. Опять-таки любую свободную вагонетку привязываем. И выставляем в этом примере условия. Пустая вагонетка выталкивается вниз каждый один день. То есть, как это будет работать? У нас есть какой-то внешний источник сигнала. Это может быть нажимная пластина, на которую противники, например, наступают. Она подключена к переключателю состояния, его активирует. Также ее же подключаем к центральной шестеренке таймера. То есть вместе с этим механизмом мы хотим, чтобы запускался таймер. Нажимную пластину таймера, в свою очередь, подключаем к шестеренке переключателя, который сбрасывает его состояние. То есть по прошествии одного дня, после того, как сработала внешняя пластина, мы хотим, чтобы переключатель был сброшен в свое исходное состояние. Подождем, пока нажимные пластины подключены будут и пока установят тяжку. Так, верхнюю дверь я пока заблокирую. Тележка установлена. Теперь, чтобы таймер был готов к работе, первоначально ее должны вытолкнуть на кольцо. Посмотрим, как это работает. Тележку вытолкаю на кольцо. Она нажала на пластину, сбросила состояние переключателя. Теперь она будет бесконечно двигаться по кольцу. Дворфы не могут ее в движении взять и просто перенести на точку остановки. Поэтому для данного маршрута она как бы все время находится в движении, и интервал его срабатывания один раз в день, он не активируется никаким образом.
Теперь разблокируем верхний таймер. Что мы в итоге получим? Раз в 2 дня поступает сигнал, который активирует переключатель и запускает таймер. Таймер по прошествии 1 дня состояние переключателя сбрасывает. Когда проходит еще 1 день, у нас опять в этом примере верхний таймер активируется и процесс повторится. Вот была активирована на секунду центральная шестеренка. Вагонетка попала на точку остановки, пошел отсчет времени. Ждем 1 день. Вагонетка опять выехала на кольцо и будет по нему ездить ровно до того момента, пока центральную шестеренку какой-то сигнал внешне не активирует. То есть этот таймер, он всегда готов быть запущен, но по умолчанию отсчет в нем не идет. Собственно, на этом все. Это очень подходящее решение для автоматизации каких-либо ловушек. Потому что, когда речь заходит о ловушках, которые активируются противником, мы как раз хотим, чтобы она отключилась не в произвольный момент времени, а через какой-то интервал времени. И этот интервал должен начинаться ровно после того, как она была запущена. Потому что если это не так, случайное время срабатывания, как в первом таймере, может совпасть по времени с запуском ловушки, и она, например, проработает долю секунды и не сделает то, что задумано. На этом все. Всем спасибо за просмотр и пока.